самом центре Венеции есть остров, куда людей отправляли без шанса вернуться. Они видели этот город в последний раз. С каждой секундой Венеция оставалась все дальше позади, и впереди была только неизвестность. Это Сан-Серволо, остров, где исчезали люди. Держи крепче, она вырывается! Помогите кто-нибудь! Когда подплываешь к этому острову, сразу понимаешь, что это за место. Сначала это просто еще один остров Венецианской лагуны. Зеленый, тихий и почти безлюдный. Вода спокойная, движение плавное, и все вокруг выглядит слишком мирно для места с такой историей. Венеция все еще рядом, как напоминание о другом мире. Лодка проходит вдоль берега, и трудно поверить, что именно сюда на протяжении веков привозили людей, которых общество решило изолировать. Без громких решений, без возможности что-то изменить, и иногда даже без объяснения причин. Посмотрите на этот уникальный остров. Остров, где можно услышать тишину, называется он Сан-Серволо. Маленький, но тут столько историй, что просто диву даешься. Совсем недалеко отсюда находится еще один остров с совершенно иной атмосферой – армянский остров Сан-Ладзаро. Если вы хотите увидеть эту сторону Венеции, обязательно посмотрите данное видео, ссылка вверху и в описании. Это армянский остров, но Сан-Серволо – это совсем другая история. Когда-то еще в средние века, примерно с 8 столетия, здесь находился монастырь. Место уединения, молитвы и отрешения от внешнего мира. И представьте себе монахов, которые здесь в длинных рясах, тихие кельи, свечи. Но к 18 веку его значение начало меняться. Венеция развивалась, и вместе с тем росло непонимание и страх перед теми, чье поведение выходило за привычные рамки. Психические расстройства тогда не изучали. Людей с такими отклонениями старались изолировать. И постепенно остров Сан-Серволо превратился в психиатрическую лечебницу. К концу XVIII века сюда начали массово отправлять людей, которых общество считало не такими. Сюда попадали самые разные люди. Те, кто действительно страдал от заболеваний, которые никто тогда не умел лечить, солдаты после войны, а также люди с тяжелыми психологическими травмами. Но были и те, кто оказался здесь по ошибке. Те, кого могли оклеветать, или кто просто не вписывался в нормы общества. Представьте себе это чувство. Вы в лодке, которая приближается к острову. Позади Венеция, живая, наполненная звуками и разговорами. И чем дальше вы от нее, тем сильнее становится ощущение, что вы отрезаны от всего этого. И в какой-то момент приходит мысль: а что, если это навсегда? Что, если это дорога в один конец? Для многих именно так и было. Жизнь на острове подчинялась строгим правилам. Здесь не было привычной свободы, были стены, контроль, режим, а также методы лечения, которые сегодня звучат пугающе. Изоляция, холодные ванны, физические ограничения, а позже электрошок. Звучит, конечно, слегка жутковато, но именно здесь разрабатывались первые методы лечения душевнобольных людей. Пустите меня! Вы не имеете права! Держи крепче, она вырывается! Помогите кто-нибудь! Все это считалось помощью, но очень часто становилось способом подавить. И, возможно, самое тяжелое – это не сами методы, а ощущение, что ты оказался в месте, где никто не услышит твою правду, где граница между больным и здоровым человеком могла определяться не состоянием того самого человека, а решением других людей. Сегодня Сан-Серволо выглядит совершенно иначе. Тихие аллеи, зеленые деревья, аккуратные здания. Здесь больше нет той закрытой системы, которая существовала раньше. Психиатрическая больница окончательно закрылась в 1978 году после реформы в Италии, которая изменила подход к лечению психических заболеваний. Остров перестал быть местом, куда отправляли навсегда. Сегодня здесь расположен университетский кампус, исследовательские центры и музей истории психиатрии. Сюда приезжают студенты, проходят занятия и ведутся лекции. И возникает странное ощущение.
Представьте, вы сидите в аудитории, слушаете лекцию и делаете записи. И все это в том месте, где когда-то звучали совершенно иные звуки. Крики, просьбы о помощи и тяжелые вздохи безнадежности. Теперь здесь изучают науку, а когда-то здесь пытались справиться с теми, кого не понимали. Но прошлое не исчезло, оно осталось здесь, в стенах и в историях, которые так и не были рассказаны до конца. И когда смотришь на Венецию, на ее красоту, на отражение в воде, на каналы, на ее живую атмосферу, сложно представить, что совсем рядом существовал мир, где все было иначе. И знаете, что самое крутое? Попадая из Венеции сюда, понимаешь, что Венеция — это не только каналы и туристы, но и целая жизнь на воде. И, возможно, главный вопрос, который остается после этой истории, не о прошлом, а о том, как легко человек может оказаться по другую сторону границы. И насколько хрупкой на самом деле является эта граница. Если вам интересны такие истории, обязательно посмотрите другие мои фильмы. Например, мое путешествие по Северной Италии, а также про армянский остров, о котором я упоминал в начале, и про остров Лидо, знаменитый пляжный остров, где проходят события Венецианского кинофестиваля. У меня на канале еще много подобных историй. До встречи!